Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе я покажу, как из полимерной глины создать оригинальное украшение – подвеску-бабочку на цепочках. Для работы мне понадобится полимерная глина пурпурного, синего и белого цвета. Белую пластику и одну часть глины пурпурного цвета я пока откладываю в сторону, а другую часть глины пурпурного цвета смешиваю с маленьким кусочком синей пластики. В итоге я получаю глину сиреневого цвета. Из пластики сиреневого и белого цвета формирую прямоугольные треугольники. Кладу их вот таким образом. Из пурпурной пластики также формирую треугольник, но делаю его таким, чтобы он вписался между треугольниками сиреневого и белого цвета. Собираю треугольники вот таким образом. Теперь мне понадобится паста-машинка. Раскатываю на ней конструкцию из треугольников. Складываю получившийся пласт полимерной глины вот таким образом и прокатываю его снова в том же направлении. Затем опять складываю пласт пополам и снова его раскатываю. Затем снова складываю пласт пополам и раскатываю его. Учитывайте здесь один очень важный момент. Складывать пласт и раскатывать его следует строго в одном направлении. Все эти действия совершаю до тех пор, пока меня не устроит результат. А результат – это плавный переход цвета от сиреневого к светло-розовому. Теперь мне понадобится поталь. Это очень-очень тонкая фольга. Беру лист фольги и аккуратно кладу его на пласт глины с переходом цвета. Работать с ней нужно очень осторожно, так как фольга легко рвется. Аккуратно ее разглаживаю, лишнюю часть фольги отрезаю. Затем беру текстурный лист и с помощью него делаю оттиск. Влажной салфеткой аккуратно протираю выпуклые участки рисунка, в результате чего на фольге появляются трещинки, кракелюр, через которые виден переход цвета на глине. Посмотрите, что у меня получилось. Выбираю наиболее удачную часть рисунка и каттером вырезаю бабочку. Отправляю ее запекаться. Остатки глины с фольгой собираю и раскатываю пласт. На этот пласт кладу каттер и слегка на него надавливаю, чтобы обозначить контуры бабочки. Ножом вырезаю верхнюю часть крылышек. Беру два штифта золотого цвета и загибаю их концы. У меня получилось вот так. Кладу штифты на крылышки таким образом, чтобы их концы лежали на глине, а ушки, петельки выходили за пределы крылышек. Концы штифтов вдавливаю в пластику. На обратную сторону уже запеченной бабочки наношу фимогель и приклеиваю ее на пласт глины со штифтами. Обрезаю пластику по контуру бабочки. Теперь мне понадобится фимогель черного цвета. Выдавливаю небольшое количество геля, предварительно хорошо его перемешав. Заполняю гелем все углубления рисунка. Если гель попал на выпуклые участки, его легко можно убрать с помощью влажной салфетки. Когда все углубления рисунка заполнены, отправляю бабочку запекаться. После запекания жду, когда глина остынет, и покрываю бабочку глянцевым лаком. Покрываю лаком как лицевую сторону, так и изнаночную. Беру 2 цепочки розового цвета и 2 золотого.
Длина моих цепочек 25 сантиметров. Отгибаю петельку штифта, вешаю на нее цепочку розового цвета и золотого. Загибаю петельку обратно. На второй штифт также вешаю цепочки. Последние звенья цепочек нанизываю на колечко. Последние звенья цепочек с противоположной стороны также нанизываю на колечко и на это же колечко вешаю карабин. Подвеска готова. Руководствуюсь этим уроком, но используя другие цвета глины, другие формочки и текстурные листы, вы можете создать совершенно разные варианты этого украшения. Техника несложная, а результат мне очень нравится. А вам? Пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал, а также на группу ВКонтакте и профиль в Инстаграм. Ссылки я оставлю под этим видео. Творческих вам успехов и до новых встреч!